Что происходит с телом, когда вы едите сливочное масло? Даже маленький кусочек может многое изменить. Наши предки считали сливочное масло ценнейшим продуктом. И они были правы. В нем высокая концентрация витамина А. А теперь внимание! В растительных маслах его почти нет. Всего 1 ложка сливочного масла покрывает треть суточной нормы этого витамина, а он влияет на зрение и иммунитет. Но это еще не все. Масло содержит более 150 жирных кислот, из них 20 незаменимые. Организм сам их не производит, а значит, они могут поступить только с пищей. Плюс в составе кальций, железо, медь, цинк, марганец и натрий. Микроэлементы, которые нужны каждый день. Прежде чем продолжим, не забудьте подписаться. На канале только практичные советы для здоровья. Кроме жира и воды в масле есть казеин, это молочный белок. Он легко усваивается и долго переваривается. В итоге долгое чувство сытости и поступления аминокислот. Калий в масле поддерживает мышцы и сердце. Фосфор помогает усваивать питательные вещества и укрепляет кости. Магний нужен для нервной системы и работы мышц. Все это делает сливочное масло мощным, но только при одном условии – умеренность. Масло полезно только тем, кому оно не противопоказано, и только в разумных дозах. Почему его стоит есть? Во-первых, оно помогает желудку. Витамин А заживляет слизистую. Жир работает как смазка для пищевода. Во-вторых, масло снижает риск рака толстой кишки. Оно способствует обновлению клеток и облегчает воспаление. В-третьих, оно укрепляет кости. Недостаток минералов ведет к артриту и остеопорозу. В масле есть бета-каротин. Он защищает зрение, снижает риск стенокардии и дегенерации сетчатки. Масло – это натуральный источник витаминов А, Д, Э и К. И поскольку они жирорастворимые, масло – лучший способ получить их в полном объеме. С древних времен его использовали в мазях и средствах. Народные рецепты работают до сих пор. Например, при сухом кашле стакан теплого молока плюс 30 граммов масла, ложка меда. Укрепляет иммунитет и снимает симптомы. Смесь для иммунитета. 50 мл сока алоэ, 100 грамм калины, 150 граммов меда, орехи и 100 грамм масла по 1 килограмм после еды. При туберкулезе смесь масла, сала, меда, какао и сока алоэ по ложке в молоко 2 раза в день 3 недели. При плеврите растопить масло с сахаром по ложке после еды. От бородавок яйцо, уксус и масло. Настаивается 3 дня. При геморрое свечи из масла, воска и меда работают эффективно. При подогрее мазь из масла и спирта дадим вариться до испарения спирта, втирать 2 раза в день. Если знаете другие рецепты, пишите в комментарии, делитесь опытом. Теперь о вреде. Несмотря на пользу, масло подходит не всем. Людям с аллергией, с осторожностью. Остаточные белки могут вызвать реакцию. Есть мнение, что избыток холестерина в пище может вести к проблемам с сердцем. А масло его содержит. Большие порции вредны даже здоровым, а при сердечных и желчных заболеваниях строго ограничено. Суточная норма 10 грамм. Больше риск набора веса и образования холестериновых бляшек. Итог простой. Сливочное масло – полезный продукт, но только при умеренном и разумном употреблении. Оно должно быть в рационе, если нет противопоказаний. Берегите здоровье, подписывайтесь, делитесь видео с близкими. У нас только проверенные советы, чтобы жить долго, активно и без лекарств.